Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики все универсальные, из любой пряжи они получатся. Я сегодня буду показывать образец на вот такой пряже. Называется она Yarn Art Begonia. Новички, кто еще не вязал, смотрите, что за ниточка. В 50 граммах находится 169 метров. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. И нам советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Но я данную пряжу вязала двоечкой. Я буду вязать двоечкой. В силу своей плотности вязания, в силу особенностей узорчика, вы точно так же подбираете по аннотации, какой вам советует крючок производитель, ну и под свою плотность вязания. Итак, цвет пока не забыла, называют. Цвет называется 5049. В принципе, на камеру передается, наверное, чуть-чуть, там на полтона светлее, так скажем, чем есть на самом деле. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 11 петелек. Я наберу, например, 3 раппорта, это 33 воздушные петельки, и плюс 1 воздушная петелька дополнительная, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого 34 воздушные петельки набираю я, а вы в свою очередь набирайте, сколько вам удобно. Итак, все как всегда, петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем, а теперь 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, я рекомендую сделать вспомогательный ряд, потому что по узорчику много воздушных петелек надо пропускать, чтобы новички не запутались, да? Мы сделаем вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули, вытянули петельку, ниточку и провязали столбик с накидом. И в следующие и последующие все петельки цепочки провязываем столбиком с накидом. Сами себя контролируем. Количество петелек и столбиков должно быть одинаковое. То есть я вот набрала 34 воздушные петельки, у меня должно получиться 34 столбика с накидом. Понятно, да? Итак, вот эти первые 3 петельки считаем тоже за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, вот наши столбики готовы. Теперь приступаем непосредственно к нашему узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Здесь будет 1 воздушная петелька по узорчику. Пока повторяйте. Оп. И у нас получилось 4 воздушные петельки. Далее делаем накид. Ныряем сюда же, в этот же столбик, и провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Накид. Сюда же нырнули. 2. Накид. Сюда же нырнули. 3. Вот. У нас получилась вот такая вот картина. Далее что мы делаем? Аккуратненько считаем. 4 столбика пропускаем. Раз, два, три, 4 пропустили. В 5-й нырнули и провязали столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующий столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Угу. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем опять 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й столбик провязываем 3 столбика с накидом. Повторяйте. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. Так. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. То есть у нас получился как бы вот такой вот веерочек. Угу. Здесь получается в самом начале ряда мы сделали пол таких вот веерочка.
То есть дальше идет повторение. Опять пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в следующий столбик провязываем столбик без накида. То есть у нас будут чередоваться. Видите, как бы такая маленькая арочка, веерочек. Маленькая арочка, дальше будет веерочек. Накид. Раз, два, три, 4 столбика пропустили. И в пятый будем делать веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять вернулись сюда же. И опять провязали 3 столбика с накидом. Наш веерочек. Раз, два, три. Угу. Далее пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующий столбик провязываем столбик без накида. То есть вот наша маленькая арочка. Накид. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый, а это получается третья петелька подъема, провязываем, смотрите, 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Так. И получается от нашей арочки в 3 петельки мы провяжем всего лишь только одну петельку воздушную. Все. И заканчиваем, так скажем, кромочным столбиком. Столбик с накидом. Все. Наш ряд закончен. Вот мы с вами вместе провязали целый ряд. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, для начала мы делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда в этот же столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Раз. Дальше, смотрите, у нас идет арочка из воздушной петельки. В эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. 2. А далее, смотрите, накид. Теперь будьте внимательны. Вот мы переходим к нашей арочке. Да? То есть арочку мы не трогаем. Мы вот первый столбик, да, в него, получается, провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом и сюда же 3 столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И смотрите, арочку пропускаем, а вот тот столбик без накида, который провязывали, в него провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом и сюда же 3 столбик с накидом. Вот такая картина должна получиться. Далее что мы делаем? Смотрите, переключаемся вот на нашу арочку большую. То есть эти столбики мы пропускаем. И теперь смотрите, либо вы провязываете в арочку вот так вот столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида. Так, вот. Либо можно провязать вторым способом. Сейчас покажу вам дальше. В следующей, получается, арочке. Итак, дальше опять. Вот арочка в нижестоящем ряду. Мы провязываем 3 столбика с накидом в столбик без накида. Раз, два, 3. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся вот в столбик без накида следующий. Арочку, получается, мы пропускаем. И в следующий, получается, столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Если внимательно посмотреть, то мы с вами повторяем самый первый ряд. Ну, просто с небольшими изменениями. Итак, после 3 столбиков с накидом, смотрите, мы здесь провязывали, получается, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида в арочку. А здесь я вам покажу, если вы будете провязывать в петельку. Вот, 3 воздушные петельки. Будем провязывать в первую петельку столбик без накида. 3 воздушные петельки. И в последнюю петельку столбик без накида. Вот так вот, смотрите. Получается, когда вы провязываете в петельки. Вот так получается, когда вы провязываете в арочки. Вяжите, как вам удобнее. Я буду вязать в петельке, мне кажется, так более аккуратно. Но если не позволяет пряжа, не позволяет крючок, зрения, что не ломайте, да, глаза, вяжите в арочку. И быстрее будет, и проще. Здесь немножечко помедленнее, поаккуратнее, но смотрите, кому как удобно. Все, и заканчиваем опять наш ряд, вместе провяжем, да? 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И пропускаем арочку. В следующий столбик без накида провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два,
3. И у нас получается здесь пол веерочка, да? Вспоминаем, как мы провязывали в самом начале ряда, точно так же и в конце ряда. Получается, мы нырнем в арочку, да, либо в петельку, столбик без накида провязываем. И вот у нас были 3 петельки подъема, в третью петельку подъема тоже ныряем и провязываем столбик без накида. Все, вот наш второй ряд. По итогу вот такая вот красота. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. 1 воздушная петелька по узорчику, то есть итого 4 воздушные петельки, накид. Возвращаемся, получается, сюда же, к этому же столбику и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. То есть, если внимательно посмотреть, вы повторяете точь-в-точь самый-самый первый ряд. Теперь смотрите, точно так же получается я буду нырять непосредственно в петельку, провязываю столбик без накида, 3 воздушные петельки и опять ныряю в петельку, в третью воздушную, столбик без накида. То есть вы сейчас повторяете точь-в-точь второй ряд, как он у вас и был. Сам по себе получается узорчик, он состоит всего лишь из одного ряда, то есть вообще не запутаться. То есть каждый раз вы будете провязывать все то же самое. Единственное, что, смотрите, первый получается это третий, да, второй, четвертый, первый, третий, второй, четвертый. Ничего сложного. Я сюда приложу вам схемку. Схемка очень простая, ну, один ряд всего, да, вязать, никаких особенностей. Посмотрите внимательно, кто умеет вязать по схемкам, контролируйте сами себя. Кто не умеет вязать по схемкам, посмотрите, она очень-очень простая. Видно, где воздушные петельки, где столбики, все поймете. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Самое интересное, смотрите, что я сделала. Получается, я половинку провязала одним цветом, так, а половинку образца провязала 2 цветами, контрастный добавила цвет, чтобы увидеть всю прелесть данного узорчика. Видите, как это выглядит? Напишите обязательно в комментариях, какой вам вариант нравится больше. Когда в один цвет, либо когда в 2 цвета. Вы же понимаете, да, что вы можете сделать не двухцветным, можете и трехцветным, 4, и 5, и так далее, и так далее. Остаточки ниточек можете сделать. Вот такая красота. Красота, вот в моем случае, вот так тянется, да, из моих ниточек. Получается, у нас образец двусторонний. Выбирайте любую сторону, какая вам нравится больше. Та у вас будет лицевой. Видите, как здорово. Вот, и смотрите, какая особенность. Получается, я когда присоединила ниточку, да, вот, видите, у меня здесь ни одного кончика нету. Я не отрезала. То есть я когда присоединила, дошла фиолетовой ниточкой до края, да. Тут, получается, у меня же розовая оставалась. Я, получается, розовой пошла. Потом фиолетовая опять вернулась. Розовая вернулась. Поняли, да? То есть, получается, я здесь, если я шла каждый ряд влево-вправо, лево-вправо, то есть у меня здесь 2 ряда пошли вправо, 2 ряда пошли влево. Поняли? Вот, надеюсь, поняли. Мы так много узорчиков вязали, чтобы кончики не отрезать. У нас как бы ряд идет друг за дружкой. И вот такая по итогу красота получается. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 34 воздушные петельки. В моем случае сегодня моей, получается, пряжей, моим крючком, моей плотностью вязания, это получается, ну, практически 14 сантиметров, да, 13,9. И тут, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. И самый первый наборный 14. Ну вот, например, замерим вот здесь вот. Это получается, ну, 10,1, 10,2 сантиметра. Вот такой вот образец. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Это может быть демисезонная, это может быть зимняя пряжа, это могут быть кофточки, кардиганчики, шарфики, это могут быть снудики. Это все что угодно, жилеточки. Кто, если вязал данным узорчиком, то вы обязательно напишите, что вязали, что у вас получилось, какой пряжи. Если не вязали, бросайте идейки. Девчата комментарии читают, кому-то идейка ваша понравится и что-то интересненькое себе свяжут. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, и нажимайте на колокольчик. Самый верхний колокольчик должен быть темненьким. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе. Под видео находится плюсик, сохраняйте себе в плейлисты, смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.